Всем привет! Когда начал работать с кожей, один из первых вопросов был, на чем пробивать отверстия под шов, на чем делать вырубку и так далее. В общем, у отца в гараже нашел такой вот кусок кожи, хромового дубления. В интернете видел, что люди пробивают, именно подкладывают кожу. Вот сейчас покажу, что с ней стало после моего использования. Вот, то есть я начал пробивать на коже, как бы не понимал, какие характеристики должны быть у именно такой вот вырубочной плиты. То есть все устраивало до определенного момента, когда я пошел вот под молоток искать капролоновую такую заготовку. Вот, у продавца увидел капролон, только листовой. Вот, во многих магазинах продается подобный материал, именно как вырубочная плита, только он там у них толще, допустим, 4 сантиметра толщиной. У меня это этот кусок, он 10 миллиметров. На что это влияет? Скорее всего на то, что чем толще эта плита, тем меньше она поддается деформации, потому что вот у меня ее немножко согнуло из-за того, что, допустим, здесь большое количество пробоев, и оно ее чуть-чуть выгнуло. Поэтому сейчас, допустим, эта плита, она не так, не всей плоскостью ложится, вот, на подложку ниже. Значит, когда я купил эту плиту, естественно, я разницу почувствовал в пробитии. Тоже скажу, что я не знаю, какие там технические характеристики, что на что влияет. В общем, просто по своим ощущениям, мне, допустим, на этой плите удобнее пробивать. И пробивается отверстие намного качественней и быстрее. Что я имею в виду? В общем, сам вот этот кусок кожи, он хоть и там, я не знаю, наверное, 5 миллиметров, такая довольно толстая, но он мягковат для этого пробития. Когда, допустим, пробойник доходит до этого материала, то здесь еще как бы он немножко, как мне кажется, отпружинивает. То есть есть такой эффект, что как бы сам пробойник отталкивается, и при этом нам нужно бить несколько раз. Плюс, если пробойник вот здесь немножко затупился, то при прохождении от кожи или материала, который мы пробиваем, вот в этом месте на выходе, если сейчас посмотреть, здесь аккуратные красивые такие отверстия, то если пробиваем на вот такой вот коже, на мягком материале, этот пробойник, он здесь делает такие рваные края. Он как бы не вырубает кожу, а он как бы ее прорывает. Вот. Ну, если, допустим, это будет внутренняя сторона, может это и не так как бы критично. Но, допустим, когда вы прошиваете ремень, то это все равно будет видно. Поэтому вот такой вот момент. В общем, отказался я от кожи. И сейчас все пробиваю на вот такой вот плите. Плюсы есть. И возвращаться как бы к вот таким вот материалам. К примеру, тоже дерево. То же самое. Их надо там, как я видел, потом наслаивают, наклеивают. Это долго. Плюс кожа тоже, она на самом деле не самый дешевый материал. Вот покупать ее постоянно как бы не вижу смысла. То есть для себя нашел вот такой вот вариант, и пока это как бы для меня идеально. Так, еще хотел сказать, что в магазине, там где покупаю кожу, видел, есть
кожа, которая используется для подошвы. То есть она очень плотная, жесткая, продается так же, как и капролон на вес. Единственное, что она дороже от капролона где-то в 2 раза. Но та кожа, она прям такая, как дерево. Я думаю, она тоже, может, подошла, к примеру, для таких вот целей, если у кого-то есть. Вот. И второе, что я недавно себе приобрел, и что, как мне кажется, улучшило условия моей работы, это вот такая вот плита гранитная. Часто используется для теснения по коже. Вот. Но и в моем случае есть определенные плюсы. Я, допустим, еще теснением не занимаюсь, но вот в сочетании вот этих двух плит работа стала намного комфортней и качественней. Тоже не знаю по каким характеристикам, но мне показалось, что сам звук от пробития, от работы, он как-то глушится вот этой нижней плитой, то есть уже не так громко проходит процесс пробития. И нету, наверное, или какой-то вибрации, вот этой отдачи нету, которая отталкивает наш пробойник. То есть отверстие можно пробить, если тонкая кожа, то в принципе за один удар. Если вот, допустим, я сейчас покажу, взял кусок ременной кожи толщиной где-то 3-3,5 миллиметра. Вот сейчас покажу, как проходит пробитие. То есть я в большей степени работаю с ремнями. Так, сейчас я, чтобы было удобно ударить. Так, сейчас это не то. Немножко вот так вот. Вот, теперь видно. Ну, то есть за 2-3 удара, но это из-за того, что бью на камеру, здесь мне неудобно проделывать такие операции. Но обычно 2 ударов вполне достаточно, чтобы пробить такую толстую кожу. При этом вот мы можем посмотреть, какие ровные, красивые края на выходе. То есть кожу не рвет. При том, что пробойник, но я их не умею затачивать. Вот у меня он уже долгое время, я думаю, уже подтупился. И можно получить вот такой вот результат. В общем, к вот такому вот решению пришел. И сейчас даже не ищу какие-то другие варианты. Для меня вот это вот такой оптимальный. То есть все устраивает. Работа проходит довольно комфортно и качественно. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.